Жизнь, что суровый учитель. Она не делает скидки на юность. То, что Динка заставила себя пойти к ненавистному ей пану и все-таки добиться от него, что он продал коров беднякам, послужило ей хорошим уроком. Вскоре пан уехал за границу, и вся эта история отодвинулась на задний план. Сейчас у Динки была одна мысль – спасти Йоську. Никто из лесного тайника не появлялся больше на хуторе, а идти туда одна она не могла, ее связывало слово, данное Лене. Леню беспокоил не только Йоська, но и судьба ребят, приютивших его у себя. И он предложил Динке: а знаешь что, Динка, давай-ка все-таки пойдем в лес к нашим индейцам. Куда? Ну, к этим, ну как их, рваное ухо, меткий глаз, как их там еще зовут? Пойдем, Леня. Я тоже давно мучаюсь, что не иду к ним. Надо с этими мальчишками разобраться. Может, из них еще толк будет. Конечно. Вышли на закате, шли босиком, держа в руках сандалии. По обеим сторонам дороги простирались поля пана Песковского. На этих полях кончали уборку. Добрый вечер. Добрый вечер. Да пошлет вам Господь. Спасибо. А что скажите, хорошие хлеба нынче? Добрые хлеба, добрые. Да пану хватит. А Павлуха этот год голодный будет. А что, Павлуха не повесился еще? Да нема для него осины подходящей. Господи, да что это ему вешаться-то, чего? Да уж он около Матюшкиных усадьбу огородил, гроши есть, хорошую дачу ставит. Мужиков целую артель нагнали. Говорили. С Матюшкиными-то они сваты. Чего там? Так вчера, так-то Ефима кляли, не дай Боже, как кляли. Ничего, придет время, они еще Ефиму будут в ножки кланяться. Ну, бывайте здоровеньки, барышня. Лень, боюсь я за Нечипора. Да, видно, смелый он человек, и не глупый, сразу видно. Но, правда, остеречься ему надо. Месяц, Лень. Какая у него смешная рожица. Слышь, Филин, Ага. ты не устал? Да что ты? Так идем скорее, уже близко овраг. Динка, а почему ж скрипка не играет? Йоська, наверное, спит. Макака, посмотри на звезды. Выбирай себе любую звезду. А ты? А мне нужно только 2 звездочки на всю жизнь. Это вальс. Тот самый вальс. Здесь где-то старый колодец-то. Ку-ку, ку-ку. Я горчица. Ты с кем? Цыган, это Леня. Не бойся. Леня? Да. Ну ладно. А ну-ка, идите за мной. Вот, сюда. Леня, сюда. Сюда. Вот, осторожно. Здесь скобы. Спускайтесь. Осторожно. Сейчас. Доски раздвину. Пришла горчица. Я говорила, это она горчица собственной персоной. Здрасте. Здрасте вам. Здрасте. Ой, да у вас тут под землей целый дом. Висячая лампа, кровати, печка. Гляди, Лень, да ведь это сказка
целое. Да, ловко сделано, черт возьми. Здрасте, ребят. А? Не ожидали? Ой, кто ж тебя так выстриг-то? Гляди, Лень, полголовы остриг. А это машинкой обросан, ну а машинка щиплется. Вот Йоська и не схотел до конца стричься. Ну вот и я и не схотел. Пусть так будет. Ну ладно, пусть так. Ой, ребята, да ему тут плохо. Ведь тут мало воздуха. Да. А ну, ухо, задуй лампу. Ухо прикрутил фитиль и дунул в стекло. Лампа потухла, и в то же время небольшой железный квадрат над Йоськиной кроватью бесшумно съехал в сторону. Свет месяца упал на кусты, и в открытую форточку потянуло свежим запахом леса. Ой, зачем ты лампу-то погасил? Тихо! Молчи. Когда открываем, то молчим. Во враге могут быть люди. Вот чудаки-то. Ой, да вас тут 4. Небось, ночью такого храпака задаете, что весь овраг дрожит. У нас тут дежурный есть на это. Он и следит за тишиной, а заснет на посту, так я ему... Ну ладно, хватит тебе народ-то пугать. Слушай, показывай лучше, что у вас тут интересного еще есть. Ой, а у тебя дверь тоже боком едет? Чего? Боком едет, а? Вот дура, а! Слушай, Жук, ты кончай. Если горчицу назвать дурой, так это самому надо дураком быть. Чего? Ты держи, брат, крепче свой язык. Понял? Ладно. Да я же не со зла. Ну, привычка такая. Так у него, Лень, привычка. Ребятки, а дверь? Как у вас дверь-то открывается? На роликах, Да что ли? ну, какие тут ролики. Просто внизу рельса. Вот, смотри, а? И смазка действует. Мы смазываем. Ага, тут ни один дьявол не найдет. А найдет, так не войдет. Это старый Михайло. Йоськин дед сделал-то. Да, это он сделал. Он свое добро здесь сторожил. Ребята, а почему же Яков не убежал, не спрятался здесь? Ну а папа-то не знал, что его убивать будут. Он сюда не любил ходить. А как Йоська к вам попал? Да. На базаре я подобрал этого шмендрика. Это когда его бабка померла. Ну, взял, привел к одному старьевщику, подержи, мол, пока. Ну, а потом Йоська разболелся, весь от жара полыхает, кричит, отца зовет. Ну, известно, старьевщик начал ворчать, ему самому жрать нечего. Собрал я у ребят кое-какие деньги. Ну, надолго разве хватит? А Йоська смотрит на нас и одно просит: не бросайте меня, не бросайте. Ну, что делать? Решили пощупать мужичков на базаре. Авось добудем, что по карманам или на вазах. Поддержим мальца, а потом красть его научим. Ну, или около церкви заставим милостыню просить. Ну, пошли мы на базар. Разделились по одному, и только я наметил себе старого дурня на вазу. И вдруг слышь крик. Ну, я и понял, либо ухо попался, либо пузырь. Бросился на выручку. А тут из-за меня мужики ухватились. Бей их, кричат, бей. Да не виноват я. Я не знал, я ничего не знал, я больной был. Ну, ладно, Ну, Йось. не плачь. Ну, что рассказывать? Били нас, чем попало. И только благодаря пузырю вырвались. Это тогда ему глаз-то выбили? А, тогда и выбили. Мы бежим, знаешь, в одном месте упал я. Пузырь до уха меня волокли. А перед самым подвалом старьевщика и пузырь упал без памяти. Ну, ладно, шмендрик, не реви. Ну, не реви, говорю. Хватит хлюпать носом. Ухо, руки были сломаны. А у меня ребра, голова пробита. Ой, ребята, как же вы живы-то остались? Да. А на утро вся наша босячня собрала нам денег, кто сколько мог. Притащили костоправа, пьяницу. Он кому руку, кому ногу вправил, кому голову перевязал, а старьевщику пригрозил, чтобы дворнику не донес. Ну, так мы и лежали у старика в повалку.
Страх один. Как сейчас вижу, бегает наш Йоська от одного к другому. Одному попить, другому еще что. Бежит, бежит, да и упадет. Ведь он сам больной был, весь в жару. Упадет, встанет на карачки, да опять к нам. Ну вот, отлежались немного, а раз подсел ко мне Йоська и на ухо мне: поедем, говорит, в мою хату. Там есть мука, сало, там деньги лежат дедовы. Он мне на учение оставил, чтобы я ученый был. Какой дед? Какие деньги? А он свое: поедем, поедем. Я знаю, где деньги искать. Они крепко спрятаны. Ну, не утерпели мы. Поехали с первым поездом рано. Матюшкиных боялись из-за Йоськи. Еле дотащились. Ну вот, он нас во враг сюда и привел. А здесь вон, под иконкой, дверца с задвижкой. Ага, а за ней там вон шкафчик, а там кошель с деньгами лежал. Лень, ты знаешь, я просто как во сне. Что это такое, а? Это, Динка, тайна старой корчмы. А деньги, верно, дед Михайлов всю жизнь собирал. Ага, он был лесник, нехороший был дед. Отец говорил, что он с мужиков шкуры драл. Вот и скопил. А отец не притрагивался к этим деньгам. Но кто знает, может, и лес крал да продавал. Это, ну, как бы ни было. А мы теперь живем честно. И такой у нас принцип, чтобы больше не красть. Принцип. Ну, принцип. Слово мы такое дали. Вон этому шмендрику. Ребят, а вот насчет работы как? А? Не давали слова? А что тут давать-то? Это и без слов ясно. Действительно. Йоську будем учить. Так и студент тот, Конрад, помнишь? Ага. Он так и советовал. До сих пор у нас его книжки, вон. О, видишь? Вот, Леня, вот, возьми. Чернышевский? Да, тут много чего есть. Ага. Тут и листовки были. Но Конрад, вот, помнишь, он велел их сжечь. А че ты, Ган, а? Можно? Слушай, у нас ведь и оружие есть. Правда? О, только об этом молчок. Ну, конечно. А потом, если что, спрятать или передать кому надо, так мы всегда можем. Это запросто. Ребят, ну я тогда думаю...
уже 10-й час, когда Динка с Леней возвращались на хутор. Еще на лугу они услыхали радостные голоса и смех. Ефим! Здравствуйте, Ефим! О, доброго здоровечка! Приехали, наконец! Приехали! Динка! Мышка! Мама приехала! Ой, наконец, сумасшедшие! Подождите, дайте мне хоть умыться с дороги. Я же вся пыльная. Ну, гость дорогой! От зараз пришлю с Марьянкой свежего молока, або сметаны. Зараз. Только сами приходите, обязательно. Обязательно? Обязательно приходите. Ну, мамочка, что же с папой? Чем он болен? Здоровье его очень подорвано. Но мне удалось устроить его при Самарской тюрьме в больницу. Там свои люди. Товарищи носят ему обед. Рабочие часто навещают. Сейчас он окреп, немножко поправился. Папа просил всех вас крепко поцеловать. Да, я ему рассказывала про Леню, что он уже совсем взрослый, пользуется доверием партийных товарищей. И папа просит тебя узаконить Леня и носить его фамилию. Леонид Арсеньев. Леонид Арсеньев. Как красиво, правда, мама? А главное, у нас будет одинаковая фамилия. Спасибо большое, мам. Но это невозможно. Ну, Леня, мы не требуем от тебя ответа сейчас. Как, Леня? Разве об этом еще надо думать? Да нет, я могу ответить сейчас и маме, и папе, и тебе, мышка. Видите ли, дело в том, что в общем, мы с Макакой... Мама, мы любим друг друга. Динка. Господи ты, боже мой, ну мне кажется, я это давно знаю. Да уж, это ни для кого не тайна. Нет, тайна, тайна. И мы вам первым об этом сказали. И вот когда я кончу университет, то мы поженимся, а так как Арсеньев не может жениться на Арсеньевой, то я вынужден отказаться от большой чести для меня носить папину фамилию. Я думаю, что он поймет меня и простит своего сына. О, Леня, тут же я ничего не могу сказать. Ой, мам, ну мне не нравится, что все вышло так обыкновенно. Ой, Леня, становись перед мамой на колени. Ну, подожди, И я зачем? тоже. Да, становись вот так. Мамочка, благословите нас на счастливую жизнь до самой смерти и далее того. Благословляю вас и за себя, и за папу. Ну, а за себя я сама вас благословлю. Вы что, меня обманывали, а? Вот так вот. Вот. Да не тяни ты за вихор, больно уже перестань. А вы почему молчали? Вот вам за это, вот вам за это. Подождите. Ой, я не могу. Ой, настоящая Динкина свадьба. Ну, хватит, а то из экономии сейчас прибегут. Ну что же, благодарим вас и за честь, и за доверие. Мы, конечно, будем иметь в виду, что вы жених и невеста, но пока до свадьбы еще далеко. Мам, мне кажется... Вы ведь действительно не Мама, завтра всё-таки, побежите если, венчаться. вы серьезно будете относиться? Много было сказано и пересказано, но снова и снова продолжаются бесконечные рассказы, откровенный разговор, надежды, предположения. Прервала этот разговор Марьяна. Она принесла горячий борщ, гречневые лепешки, молоко. Она сообщила, что Ефима вызвал Дмитро, на селе что-то случилось с солдатом. Ефим пришел только поздно вечером. Где это вы пропадаете, Ефим? Да, пришлось на село сходить. Здравствуйте, Ефим. Здравствуйте. Ну? Просят люди, ничего не поделаешь. Да что ж там, говорите. Да, такое дело получилось. Ах ты, боже мой, ну говорите, рассказывайте. Да одна солдатка, Ульяна, выкупила корову от пана. Выгнала ее пастись. А Матюшкины эту корову к себе стали загонять. Ну? Ульяна подняла крик, сбежались бабы. Ну и Нечипор схватил свои костыли и тоже туда. Отбили сообща корову, а Матюшкины на солдата. Втащили его к себе во двор и ну его костерить.
Ты дезертир, у нас сведения есть, как ты новобранцев против войны подучал. Ты против царя агитацию ведешь. Ну и заперли его в сарай. Баба ко мне. Дмитро прибежал. Пришлось собрать кое-кого из мужиков. А Матюшкины заперли ворота и конец. Мы, говорят, вашего солдата в полицию предоставим. Отошли мы с мужиками. А как только открыли Матюшкины ворота, чтоб солдата вести, мы во двор, окружили бричку и отбили солдата. Отбили? Подожди, Дина, ну а дальше? А Матюшкины мимо нас, да в полицию. Вот и думай, куда теперь Ничипора девать. К Дмитро, где он квартировал, нельзя. Нельзя. Вот. В селе тоже оставлять нельзя. Нельзя оставлять. Взял я его в свою хату, но у меня тоже небезопасно. Полиция заберет, и пропал солдат. Да. Марьяна голосит, ты, говорит, из-за чужих людей сам пропадешь. А мне совесть не позволяет бросить человека в беде. Ну, думать тут нечего. Давайте-ка его к нам. А потом сообразим что-нибудь. Как это, Марина Ведите, Леонидовна? ведите его сейчас, Ефим. Вечером никто не увидит. Правильно. Я не могу. Ефим правильно, пусть он пока побудет у нас. Ведите, ведите, Ефим. Мы его накормим и на чердак спать положим. Ну, я не знаю. Давайте, давайте. Ну, ладно. Ладно, сейчас приведу. Так, пусть этот солдат сидит на чердаке, чтобы его никто не видел. А что, там светло, дверь открыта. Ты, Динка, ему отнесешь утром еду. Ладно. Ой, мама, скоро осень, мы все уедем. А как же Ефим останется? Его Павлуха ненавидит, а теперь еще вот эти Матюшкины, ой. А что, Дмитро не может поселиться у Ефима? Хотя бы на зиму. Нет, мама. Дмитро ведь осенью будет свадьбу справлять. Они с Ведоркой друг на друге женятся. Ой, друг на друге женятся. Ну ладно, вон Ефим ведет солдата. Как его зовут? Ничипор Иванович. Ничипор Иванович. Ну вот, веду гостя до вас. Знакомься, Ничипор Иванович. Здравствуйте, Ничипор Иванович. Здравствуйте. 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 Наделал я вам хлопот. Да ну что вы, какие хлопоты. Живите, не беспокойтесь, а там мы что-нибудь придумаем. Ну ничего, земля велика, я, может, куда уеду. А этим гадам, извиняйте за выражение, недолго нам холку тереть. Вот придут с войны хлопцы, тогда другое будет. На другой день Леня собрался уезжать. На хутор должны были прислать шрифт с одним партийным товарищем, но этот товарищ почему-то не приехал, и Леню посылали в Шепетовку, чтобы он узнал, в чем дело. Ну вот, не успели мы полюбить друг друга, как ты снова уезжаешь. Динка, так я же не сам еду, меня посылают, понимаешь? Я ж по делу, и только на 2-3 дня. Ты даже соскучиться не успеешь, как я вернусь. Ну да. Правда? Да, вот. Держи. Поедешь на станцию, съешь мороженого за мое здоровье, сколько хочешь съешь. Только не объешься. Нет, я не объемся, душа меру знает. А это возьми себе. Тебе же на дорогу дали. Да что мне надо? У меня билет в кармане, я доеду. Бери, бери, бери. Жарко сегодня, выпьешь ситро. Да, тебе тоже жарко, и ты сам выпьешь. Ой, Лёнь, Ну? прощай. Дина, ну не висни у него на шее. Почему не висни? Раньше висла, никто этого не замечал, а теперь, когда у меня есть причина... Какая причина? А вот такая, что я невеста. Фу ты, Господи, так ведь невеста все-таки стесняться должна. Но ведь, пожалуй, постесняешься, так и не простишься, правда, Лёнь? Ну что это, взрослый человек? Глупышка и все. Ну? Леня, однако собираться пора, а то опоздаешь. Динка. До свидания. До свидания. Побежал я. Да. Если тут без меня вдруг приедет товарищ из Шепетовки, Да? он будет в темных очках и в железнодорожной форме. Так, Ясно? ясно. До свидания. Счастливо, Леня. До свидания, Динка. Прощай, Лёня! Лёня, я буду очень скучать без тебя!
пойду наемся мороженого с горя. Ой, сколько у меня еще недостатков. Ни один взрослый человек не будет с горя есть мороженое. А я все-таки поем, потому что сегодня очень жаркий день. Мама, я пойду покататься. Куда это? Так, развеюсь немного. Похоже, что Динка действительно переживает очень Ленин отъезд. Да ну что ты, мам? Ну вот увидишь, вернется, как ни в чем не бывало. Просто любит из всего создавать трагедии. Ой, никогда я не могу понять, как это в ней уживается. Какая-то большая душевная глубина с полным легкомыслием. Ум с глупостью. Знаешь, на свете не найдется двух людей, которые были бы о ней одинакового мнения. Вот одни будут считать ее очень глупой, другие очень умной. Да мы сами поощряем ее. Знаешь, Вася говорит... Анжеленок, для Васи Динка закрытая книга. Может быть, он видит только одну страничку, и ему кажется, что этого вполне достаточно. Вася смешивает Динку со всеми детьми вообще. А ведь в Динке есть много такого, что не всегда свойственно детям. Но, конечно, она легкомысленна. И я в 15 лет была уже серьезной девушкой. Динка ехала ленивым шагом, направляясь на станцию, чтобы полакомиться в буфете мороженым. К дачному вокзалу только что подошел поезд. Перрон заполнили дачники. Среди них Динка вдруг увидела тяжелую, словно выдолбленную из дерева фигуру местного блюстителя порядка полицейского Петрова. Он оглядывал каждого приезжего и вдруг чуть приметно кивнул какому-то господину в чесучевом костюме с переброшенной через плечо шалью. Тот, подойдя к Петрову, шепнул несколько слов и уставился глазами на один из передних вагонов. Проследив его взгляд, Динка чуть не вскрикнула от неожиданности. С площадки вагона не спеша сходил пожилой человек в темных очках и железнодорожной форме. Глаза Динки быстро оценили положение. Тот в пледе шпик. Они охотятся за приезжим. Что делать? Динка не видела, что из толпы людей за ней внимательно и тревожно наблюдают 4 глаза. Это она, горчица. Ага, встречает кого-то. Ой, что делать? Что делать? Сбить с ног дачника? Нет. Прима! Только бы успеть, только бы успеть! Гляди, трется около железнодорожника. Знакомый, что ли, какой? За вами следят. Скорее к будке. Там моя лошадь. Она знает дорогу. Скачите налево. Простите, вы ошиблись? Нет, я Арсеньева. А, понятно. Нет, тут что-то другое. Вон, отошла. А тот побег. Быстро пошел, а Петров за ним. Ага, он за дичью кинулся. Слушай, а это кто с одеялкой через руку? Кто, легавый. Гляди на Динку, гляди, куда это она полетела. Летит прям как птица, руки растопырила. Дядечка! Дядечка! Ой, дядечка! Дядечка, вы меня не узнали, здравствуйте! Я же это... Дядя Мотя, да я же вас сразу узнала! Моя мама, вон идемте к моей маме! Дядечка, ну пойдемте к моей маме! Позвольте же, Цыган, они ее толкают, сволочи. Пошли на выручку. Стой! Она знает, что делать. Она того железнодорожника спасает. Мы все дело спортить можем. Ой, дядя Мотя, дядечка, ой, ты... Слушай, Петров, уберите от меня эту сумасшедшую... Позвольте, барышня, позвольте. Ой, я обозналась. Ой, обозналась. Петров, скорее за мной. Он ей руку суродовал. Гляди, она трет. Ой, я этой сволочи сейчас морду набью. А я тебе говорю, не с места. Видишь, потеряли след. Ага, обратно бегут.
Одну минуточку, барышня. Получилось маленькое недоразумение. Вот здесь сейчас, около поезда, вы беседовали с одним человеком, приезжим. Я ни с кем не беседовала. Беседовали вот здесь, около поезда. Может, конечно, это был ваш знакомый или родственник. А иначе неудобно такой приличной барышне беседовать с посторонними людьми. Ну, конечно. Ах, это какой-то человек спрашивал, где Рубежовка, а я и сказала, вон. Петров, бричку. Сию секунду. Через минуту бричка, громыхая колесами, отъезжала от вокзала. Подпрыгивая на ухабах, она мчалась в противоположную сторону от хутора. Когда спины седаков исчезли за поворотом, Динка пошла домой. Над дачным поселком уже сгущались сумерки. Цыган и Ухо потеряли в толпе Динку. Они видели только, как Петров и Шпик сели на бричку и поехали в сторону Рубежовки. Сильный порыв ветра и гром загнали мальчиков под крышу станции. Видал? Понятно тебе? Они след потеряли. Оттого она влево, на хутор послала. Понял теперь? Ха. Видать, секретный человек. Ну, а теперь где она? Ой, гроза какая! Слушай, неужели она через лес побежала? Да ты что? Она сделала свое представление, да и домой. Ну ты придумала ведь, а? Дядечка. Мотя. Как она его крестила-то? Мотя. Дядя Мотя, дядя Мотя. Да, ты думаешь, ей легко было? У нее, небось, все поджилки дрожали. Девчонка она всёшки. Слушай, надо бы ее проводить. Да ты что? Она, наверное, дома уже. Гляди, эти легавые сюда бегут. А ну-ка, Ухо, приткнись к уголку, послушай, о чем говорить будут. А то я приметный. Ща. Черт знает что. Если бы не эта девчонка, то он уж давно бы был у нас в руках. Слушай, Петров. Да-да. Видно, гроза на всю ночь. Так вот, завтра чуть свет будешь у меня с бричкой. Слушаюсь. Дорогу на хутор знаешь? Найдем. Это за паном Песковским. Найдем. Не извольте беспокоиться. Ну-ну. Во всяком случае, этому субъекту никуда не деться, кроме хутора. А госпожа Арсеньева, по нашим сведениям, только что прибыла из Самары, где ее муж отбывает наказание в крепости. Обыск может дать блестящие результаты. Так смотри. Чуть свет, чтобы бричка была у меня, понял? Не извольте беспокоиться. На хуторе никто не спал. Двери были плотно закрыты, окна завешаны. На столе горела лампа, а вокруг стола сидели взрослые с озабоченными лицами. Железнодорожник, повесив на спинку стула куртку, с удовольствием пил чай. Динка, уже переодетая в сухое платье, сонно моргала ресницами. Я думаю, надо подкормить приму овсом и на всякий случай запрячь в бричку. Это можно. Наверное, вам безопаснее сегодня же уехать в город. Вы тут своих фараонов лучше знаете, так что решайте сами, куда надо, туда и поеду. А я так думаю, что лучше ему переждать. Потому как Петрова, я знаю, уж он, мабуть, по всем станциям дал знать. Да, это очень возможно. Собрались мы все тут, и неприятность хозяйки может быть из-за нас большая. Я нашего пристава тоже знаю. Мое мнение, надо ехать. Вот расцветет, и давай, Ефим, отвези товарища на пущу водицу, и меня заодно. Освободим нашу хозяюшку. Подождите, ведь дело тут не во мне, конечно, но ведь до сих пор на хуторе все было спокойно. Ну, а если они все-таки нагрянут, как быть? Да, мама,
Теперь еще и шрифт, который привез товарищ. Да. Пойду запрягу прямо на всякий случай. Давай, Ефим. Мама, слышишь? Мама, собаки. Марина Леонидовна, что делать? Подождите. Так, надевайте куртку, в случае чего в окно. Там стоит лошадь, и уезжайте. А вы, Ничип Иванович, вы оставайтесь. Мы вас в обиду не дадим. Оставайтесь. Тихо. Кто там? Откройте! Это я, цыган! Мама, это Жук. Я сейчас открою. Жук, входи. Входи, Жук. Обыск. Обыск у вас. Что? Да, обыск, чуть свет. Собирайте, что надо. Откуда вам это известно? Ухо сам слышал, как этот Петров со Шпиком сговаривались. Ухо? Да. Мама, это цыган, ему можно верить, ну? Да что, я вру, что ли? Я к вам бег, знаете как, чтобы придить. Вы собирайтесь, я что надо отвезу к нам в лес. И людей давайте. Да правда, ну лучше места нет. Вот она, горчица, знает. Да, мама, это я горчица. Погоди, цыган. Дядя Ефим, чего годить-то, запрягай приму. Мама, ну помнишь, Динка же нам рассказывала. Да скорее вы! Это самые лучшие, мама! Я тебе рассказывала, давайте все, собирайтесь. Ефим, запрягай, собирайтесь Подождите, все, ведь скорее! если так, то это действительно лучший выход. Чемодан, книги, те тоже, брошюры Ленина, давайте сюда. Через полчаса все было готово. Запряженная прима лениво жевала овес. Дождь перестал, но на небе еще блистали отдельные молнии. Дядя Ефим, куда класть? Ну вот так, подтяни. Значит так, ты садись сюда, а ты сюда. Ну, расселись. Куда ехать-то? К нам. Ну, дядя Ефим, к хате Якова. В лес, понимаешь? Ну, туда, где скрипка играет. Чего? Да что, шутки шутишь? Ой. Куда это к мертвяку ехать? Да, дядя Ефим, быстрее, светаешь. Мама, скажи Ефиму, а то он ничего не понимает. Ефим, послушайте, эти ребята живут в хате Якова музыканта, а на скрипке играет его сын, Йоська. Так что поезжайте спокойно. Счастливо. Счастливо. Господи, ну поехали. О, прима. Значит так, если встретим легавых, я соскочу и буду стрелять. Вот у меня револьвер. А вы мчитесь без останову. Понятно, что сказал? Да понятно-то понятно. Только это не в наших правилах одного на дороге бросать, а другим текать. Ты бы сам так сделал, парень, а? Я-то? Да. Ну вот то-то. Прима. Ну, со скрипкой это ладно. Кто играл, тот пусть и играет, это не мое дело. А вот куда я людей везу, если там вся хата как решето? Дядя Ефим, так я тебе и покажу чудеса в решете. Чудеса. Ну, пошла. Когда меж деревьев забелела хата Якова, Ефим потихоньку перекрестился. Цыган остановил лошадь и, спрыгнув с брички, легонько свистнул. Здрасте вам. О, и ты здесь, силач. О, мы все здесь. Пузырь. Пузырь, веди. А ну-ка, Пузырь, снеси-ка вот солдата, только аккуратно, не поскользнись. Это куда вы нас тащите? Да ты что, дядька Ефим, мужик ты или баба, а? Ну, сказано, иди за мной, ну иди, ну что ты делаешь, дядька Ефим, ну... Йоська, Дядя Ефим! Йоська, сыночек, Марьяна бы моя тебя видела. Вот. Ведь она от дура, баба. Ой, от дура. Здрасте, дядя Ефим. Пузырь, ну-ка, стели на стол скатерку.
Уха. Варево есть? Ага. Давай тарелки, быстро. Давай. Ну, располагайтесь. Да вы сымаете мокрую одежду. Вон на кровать сухая. Да. А вот у нас умывальник. Может, кто хочет руки обмыть. Экая благодать-то, а? Ведь надо бы лучше, да нельзя. Ну, молодцы, ребята. Да, Ефим, вот это житье. Так живем. Что и говорить. Ну, удивил ты меня, парень. Да. Однако, хорошо тут, только я поеду. Там женщины одни остались. Погоди-ка, погоди, дядя Ефим. Уха. А? Где у нас мешок с мукой, что мы вчера купили? О. Ну-ка, снеси его в бричку. Есть. Дядька Ефим, ежели вас спросят, где были, скажите, по муку ездил. Понятно? Все понятно, только что ж вы муку свою отдаете? Да ничего, дядя Ефим, у нас еще есть. Да не, мы с голоду не пропадаем. Да? Ну, прощавайте, коли так. Ну, прощавай, дядя Ефим. Прощавайте. Прощай, Йоська. Ну, а там как Марина Леонидовна решит насчет вас, так и сделаем. Поезжайте, поезжайте скорее, да передайте Ефим спасибо. Низкий поклон от солдата передай. Хорошо, хорошо. Да, ну, верно ты, хлопец, сказал. Чудеса в решете, да и только. Чудеса. Ну, прощавайте. Прощайте, дядя Ефим. Счастливо, Ефим. А на хуторе тем временем готовились к встрече незваных гостей. Как только бричка выехала со двора, Динка накинула платок и, шлепая босиком по лужам, выбежала на пригорок. И только когда бричка скрылась из виду, побежала домой. На террасе ее встретила взволнованная мышка. Мама, а шрифт ты отдала? Нет. Как? Это же самое главное. Мама, ну что ты сделала? Ты не отдала шрифт, а они уже уехали. Мама, ну дай шрифт, может быть, Динка еще их догонит. Да вы что, я не мамочка. понимаю, с ума сошли, что ли? Вы ведете себя так, будто у нас в первый раз в жизни обыск. Этот шрифт я никому не могу доверить. Вот он. Дина, я положила его в коробку, зарой под картошкой. Подожди, посчитай ряды и иди по лужам, чтобы не было следов, поняла? Ладно, я бегу. Беги. Скорее. Мышка, приведи все в порядок. Надо следы затереть. Так, проверь, ничего не осталось. Платье, мокрое платье повесь на веревке, так. Ну и спать. Мы должны спокойно спать. Сейчас. Да, мама, а если Марьяна прибежит, спросит, где Ефим? Ефим поехал на станцию встречать моего брата. Ну и заедет на базар. Ничего, Марьяна у нас сообразительная. Светает. Хорошо было бы, если бы Марьяна прибежала раньше обыска. Мамочка, зарыла 6-й ряд от края. Там лужа, ты не беспокойся. Хорошо, следы подотри и быстро в постель. Сейчас. Нас должны застать спящими. Хорошо. Ложитесь. Скорее, Машка, скорее. Едут. Ой, может, это Ефим возвращается? Нет. Чужой скрип колес. 2 лошади. Ложитесь, девочки. Спите. Скорее ложись. Кто там? В чем дело? Госпожа Арсеньева? Да, но я спрашиваю, в чем дело? Госпожа Арсеньева, я имею предписание произвести у вас обыск. Петров, осмотрите надворные постройки, чтобы ни один человек не вышел. Есть, ваше благородие. Прошу, госпожа Арсеньева. Это ваша столовая? Да, но я не понимаю, что вам нужно. Так, сейчас поймете. Прошу всех проживающих и прибывших в ваш дом вызвать сюда. В данный момент здесь только 2 мои дочери и я. Дочери спят. Вы позволили себе явиться чуть свет, без понятых. Я буду жаловаться.
Это ваше право. Но мне известно, что у вас скрывается прибывший вчера железнодорожник. Повторяю, здесь только две мои дочери и я. Это мы сейчас выясним. Попросите. Мама, что случилось? Мама, что такое? Спокойно, девочки. Слушай, уберите собаку. Уберите Веди сейчас. Народ, тихо, народ, на место, живо! Выгоните во двор. Но, Во двор выгоните. господин жандарм, он сожрет вашего городового. Так привяжите его. Сейчас, минуточку. Куда вы? Ни шагу дальше. Я хотела... Ни шагу дальше террасы. Ведите себя прилично. Это все-таки моя младшая дочь, а не переодетый железнодорожник. Вот ваша младшая дочь и пояснит нам сейчас, о чем вы беседовали на перроне с железнодорожником. Как? Ты беседовала с кем-то на перроне? Ну, мамочка, просто какой-то человек спросил меня, где рубежовка, и я... Во-во. А что вы делали потом? Что я делала потом? Да я же с вами была. Неужели вы не помните? Я еще вас за своего дядю приняла. Помните, ну? Не считайте нас дурачками. Да я... Не надо. Вот это не надо. Для чего вы кричали «дядечка, дядечка»? Так я же вам сказал тогда, я обозналась. Я не понимаю, Дина, как ты могла так ошибиться? Что общего у твоего дяди с этим господином? Твой дядя никогда не служил в полиции. Ну, мамочка, ты же говорила, что дядя всегда носит с собой плед. Но я же не виновата, что господин жандарм замаскировался под моего дядю. Плед! Но если вы были в пледе, то тогда действительно понятно, почему дочка могла так ошибиться. Ну вот, я ошиблась. Мирон, Динка, убери! Спокойно. Очень злая собачка у вас. Очень вредная собачка, Спокойно, я Петров. извиняюсь. Ваше благородие. Да. Все смотрел. Ты... В сарае нет лошадки и нет брички. А на чердаке обнаружен сей окурок, именуемый козьей ножкой. Я так думаю, ваше благородие, что они, то есть дамы, с козьей ножки не курят. Тем более из махорки. Так что, может быть, солдат... Солдат? Ой, наконец-то вы надумались искать его. Ой, ты же ничего не знаешь, мамочка. А здесь просто исчезают люди, а потом их находят убитыми. Сначала Якова музыканта, потом студента, а теперь пропал солдат. А полиция не почешется и бегает за каким-то железнодорожником. Дина, Нет, мамочка, веди ты- себя прилично. Мамочка, Какое нам дело до этого солдата? Слушай, вы мешаете нам, барышня. Так, Это- я же... Я говорю, мешаете. Петров, лупу. Так. Да. Петров, обыщи все комнаты живо. Слушаюсь. Так, ваше имя, отчество, барышня? Анжелика Александровна Арсеньева. Что вы скажете относительно прибывшего к вам вчера железнодорожника? А я никакого железнодорожника не видела. Были дома и не видели. Да, была дома и не видела. Тут ваша сестрица о пропаже солдата говорила. Вы что-нибудь слышали об этом? Я работаю в госпитале, отдаю все свое время раненым солдатам. Мне некогда интересоваться всякими историями. Ну, похвально, похвально. А что ваш сосед, Ефим Бессмертный, часто возит вас на станцию? Да, почти всегда отвозит и встречает. Но сегодня кого повез Ефим? Так рано и в такую погоду. Здрасте! Мы спали, вы нас разбудили, а теперь спрашиваете, кого повез Ефим. Ну, кого же он повез, если мы все дома? Ну, Так конечно. никого он не повез. Тихо. А что? Госпожа Арсеньева, я прошу вас совершенно определенно ответить на мой вопрос. Куда и зачем вы послали Ефима Бессмертного на вашей бричке? В такую погоду и так рано. Видите ли, я послала Ой, его... мама, Ефим приехал. Не Я смей. сейчас пойду его... Не смейся. Не смейся. Да, Ефим, вы встречали утренний поезд? Ну да. Я просил никого не выходить из помещения. Ваша младшая дочь ведет себя непозволительно и дерзко. Примите меры. Вы пришли делать обыск. Так делайте и оставьте нас в покое. Здрасте. Здрасте, Ефим Бессмертный. Вот. Вот только муки
и достал. Ефим, скажите, пожалуйста. Никаких вопросов. Вопросы буду задавать я. Вы Ефим Бессмертный? Он самый. Дозвольте закурить. Куда вас посылали в такую погоду? Да вот же по ихнему дядю. Я же говорил, кто поедет в такую грозу? Так нет, поезжай до нашего дядю. Слушай, оставьте в покое дядю. Я спрашиваю, куда вы ездили? Это возмутительно. Он же говорит, что ездил к поезду встречать моего брата. Да еще и просила его кое-что купить. Так чего же вы хотите от человека? А что я зараз куплю, Марина Леонидовна? На базаре одна баба и та в город с мукой тащилась. Так я только муки и купил. И вот сдачи с ваших денег, пожалуйста. Так. Ну, мы еще поговорим с вами, Ефим Бессмертный. Это можно. Здравствуйте. Здравствуйте. А я бачу, гость приехал, ну, думаю, треба гостям молочка тепленького отнести. Кто такая? Откуда молоко? Ой, Боже. Где живешь? Да не лекайтесь. То моя Жинка. Зовут Марьяной. А фамилии у нас, известно, одинаковые. Ну что же, согласен, хорошо. Так, а скажи-ка, Марьяна, давно в твоей хате проживает солдат Ничипор? Как это проживает? Да, я спрашиваю не вас, а Жинку. Отвечайте, Марьяна. Это за якого солдата речь, Ефим? Тьфу ты, да вот за того, что пропал. Ну, конечно, они как полиции разыскивают человека. Ну, значит, спрашивают, не бачил ли его кто? Я спрашиваю, сколько времени этот солдат жил в вашей хате? И где он сейчас? Я за это дело ничего не знаю. В нашей хате он не был, и зараз его немає. Так. Петров? Останьтесь здесь. А ну-ка, Ефим, пойдем в вашу хату. А я зараз. Нет. Марьяна нам не нужна. Пусть посидит здесь. Не, а как же без хозяйки? Может, вы захотите того солдата у курятники искать? Потому там гнезда, где куры несутся, и опять же квочка с цыплятами. Нет уж, давайте, нехай и Жинка идет. Вон она сама свое хозяйство лучше знает. А як же? Ну, хорошо. Пусть идет. Может, вдвоем вы будете сговорчивее. А, конечно, что сговорчивее. Ведь так и в Евангелии говорится, что муж и жена одна сатана. В Евангелии этого нет. Вот. И вы будьте поосторожней, Ефим Бессмертный. За решетку попасть мужику легко. А вот выбраться трудно. Это точно. Понял. Вот. Ох, Ефим. Пойдемте, Я говорю, пойдемте. вы-то не особо поговорите. Обыск продолжался 3 часа. Сыщик и Петров перевернули на хуторе все углы, перелистали все книги, но пришлось уехать ни с чем. Из дневника Дины Арсеньевой. Через 2 дня Ефим отвез в город приезжего железнодорожника и солдата. Мама думала временно устроить Ничипора на явочной квартире вместе с железнодорожником, но Жук решительно запротестовал. Солдат теперь будет жить с ними. Все хлопцы очень сдружились с солдатом, а Йоська так от него ни на шаг не отходит. Ну вот, уже осень, мы переезжаем в город. Прощай, хутор. На будущий год я приеду сюда уже совсем взрослой и стану такой скучной, что мне даже не придут в голову всякие глупости. Прощай, детство.
суках рыдает, порой из-за туч выплывает луна, и могилы солдат освещает. Белеют кресты далеких героев прекрасных, и прошлого тени кружатся вокруг, глядят на машинах напрасных. Среди будничной тьмы житейской обыденной прозы забыть до сих пор мы не можем войны, льются горючие слезы. Плачет отец, плачет жена молодая, не плачет вся Русь, как один человек, злой род судьбы проклиная, а слезы бегут, как волны далекого моря, и сердце терзает тоска и печаль, и бездна великого горя. Героев тела давно уж в могилах истлели, а мы им последний не отдали долг, и вечную память не пели. Мир ваши души, вы погибли за Русь, за отчизну, но еще мы за вас отомстим, исправим кровавую трезну. Мир ваши души, вы погибли за Русь, за отчизну, но еще мы за вас отомстим, исправим кровавую